Россия еще не начала воевать по-настоящему, говорит Лукашенко. ВСУ освобождают новые населенные пункты под Курском, а воздушные силы Украины нанесли точный удар по логистическим путям российской армии. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Громкое падение моста в Курской области. Z-военкоры заявляют, что ВС РФ теряет пути снабжения, а срочники говорят, что знали о наступлении ВСУ. Новые подробности. Сегодня силы обороны, насколько мне известно, контролируют более 80 населенных пунктов. В Минске вновь призывают возобновить мирные переговоры между РФ и Украиной. Что означают заявления Лукашенко на фоне наступления ВСУ под Курском? Это неправильно, это не тот случай. Россия запустила по Украине северокорейские баллистические ракеты. Одной из главных целей был Киев. Что известно о двойной атаке? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия попыталась нанести массированный удар по Украине, в том числе с помощью северокорейских баллистических ракет. Авиация РФ выпустила их из Курской и Воронежской областей, сообщают воздушные силы Украины. Кроме того, были запущены и дроны типа «Шахед». Всего 16 целей, 13 из которых украинские силы обороны сбили. ПВО, по сообщениям ВС ВСУ, работало в пределах 3 областей – Киевской, Сумской и Полтавской. Северокорейская баллистика была направлена на Киев. В Украине говорят о том, что российские войска совершили 2 попытки, чтобы ударить по столице. После длительных и сложных маневров на территориями нескольких областей ракеты пытались поразить цели с южного направления. Известно, что в Киевской области из-за падения обломков ракет повреждены 18 частных домов, сообщили в областной военной администрации. Украинские военные ответили россиянам ударами по объектам в Ростовской области. Там прилеты уже традиционно пришлись по НПЗ. В течение нескольких часов одна и та же нефтебаза была атакована дважды. Последствия были видны далеко за пределами Пролетарска. ВСУ уничтожили еще один важный для российских военных и их логистики мост в Курской области. Видео точного удара по этой переправе опубликовал командующий воздушными силами вооруженных сил Украины Николай Олещук. После прилета заметно, что мост практически лишился одного пролета. Интересно, но накануне Z-пропагандисты заявляли, что это они подорвали мост, якобы чтобы спастись от ВСУ, после того, как, внимание, далее цитата, «российская армия организованно отступила на восточный берег реки Сейм». Спустя время Z-военкоры заявили, что удар все-таки нанесли ВСУ. По их данным, это мост через реку Сейм в селе Званное. И добавили, что в округе остался всего один мост. И если он будет уничтожен, то снабжение группировки ВС РФ ляжет на понтоны и лодки. Тем временем срочники, которые сдались в плен, утверждают, что в РФ знали о наступлении ВСУ. Имеете в виду, какая вообще оборона была на границе или что? Да, почему так все рухнуло? Быстро. Сообщали, я точно знаю то, что сообщали, то, что будет нападение, не один раз. Сообщали, что будет нападение? Да, то, что мы слышали технику, вы думаете. Когда вы первый раз услышали, что будет нападение? Вот вам... 4, по-моему, числа. 4 августа. Да, то, что будет. Что будет? Что будет? Что техника идет. Вы ее слышали или вам передавали? Нет, нам передавали, как в «Слонячье радио», все дела. Тем временем в Украине сообщают, что ВСУ расширили свою зону влияния на территории Курской области. Под контроль взяты новые населенные пункты. Кроме того, россияне, судя по всему, начали перебрасывать свои силы из Донбасса на Курское направление. Сегодня силы обороны, насколько мне известно, контролируют более 80 населенных пунктов. Я думаю, что на тот момент, когда мы с вами общаемся, их количество увеличится. Также и как площадь мы говорим о контролируемой территории и говорим о той серой зоне, где действительно не находятся российские войска. На Курске они попытались все решить внутренними своими резервами, группировки войск «Север». Однако видим, что сегодня это, мягко говоря, не получается. Поэтому, например, 200-я мотострелковая бригада российская с Краматорского направления, уже первое ее подразделение перебрасывает на Курск. Силы обороны Украины не наносят удары по населенным пунктам, по мирным целям. Только военные объекты, только военные
силы уничтожаются силами обороны. Поэтому сегодня действительно продвижение, наверное, не такое быстрое, как это было в первые дни, но это вполне понятно, потому что и россияне приходят в чувство, да, и мы прекрасно понимаем, что враг серьезный, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на сдачу в плен, и пытается оказывать сопротивление. Я уже сказал о том, что пытается выстраивать эшелонированную оборону, как минимум 2 эшелона, ну и подтягивать регулярные части. Россияне 46 раз лишь за сутки пытались штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области. О невероятной активности лишь на этом участке фронта заявляет украинский генштаб. Путинские войска пытались продвинуться в районе сразу 8 населенных пунктов. Там концентрируются и основные силы российской армии. Заявляют в Киеве и говорят, что на Покровском направлении россияне активно задействуют штурмовую и бомбардировочную авиацию. В то же время мониторинговый канал Deep State сообщает, что россиянам удалось оккупировать Николаевку. Аналитики Американского института изучения войны пишут, что российским силам не удастся бесконечно удерживать инициативу по всей восточной линии фронта в Украине. Детальнее о ситуации на Донбассе нам также рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Если мы говорим о Покровском направлении, действительно оно является самым сложным. Сюда мы можем добавить и Кураховское направление. Кстати, вот Кураховское направление — это, наверное, единственное направление, где враг до последнего времени использовал технику. Сейчас он пытается технику боевую использовать, в том числе и по Торецку, в том числе и по Покровску. Действительно, ситуация, когда враг у ворот. 10 километров, которые остаются для россиян до Покровска, они, во-первых, не дадутся им малой кровью, это уже и так понятно. Задача украинских сил обороны, несмотря на то, что тактическое отступление оно продолжается, то есть россиянам удается выдавливать наши войска, тем не менее ресурсность россиян, она уничтожается, причем мы видим, что это происходит, давайте скажем откровенно, в промышленных объемах. Это первое. Во-вторых, самое главное нам сохранить наши боевые части, которые обороняются на этом направлении. Военная активность вокруг Запорожской АЭС увеличилась в течение последней недели. Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ. Там также говорят о том, что ситуация с ядерной безопасностью только ухудшается. Особенно после того, как на территории АЭС упал беспилотник со взрывчаткой. Она сдетонировала за охранной зоной станции. Беспилотник, по сообщениям МАГАТЭ, взорвался вблизи прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи, которая обеспечивает снабжение ЗАЭС. Мы в очередной раз наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция. Я по-прежнему крайне обеспокоен и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению 5 конкретных принципов, установленных для защиты станции. Россия еще не начала по-настоящему воевать, а Украина уже денацифицирована. Автор такого громкого заявления – Лукашенко, который, кстати, называет Россию империей. Роспропагандисты активно публикуют отрывки из интервью с ним. По мнению самопровозглашенного, российские войска якобы снесут украинских военных в Курской области, а еще якобы Киев может пытаться спровоцировать Москву на применение ядерного оружия. Также Лукашенко в очередной раз распространил российский фейк о якобы мобилизации украинских мужчин на территории Европы. Лукашенко также считает неправильным то, что ВСУ начали наступление в Курской области. Идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять, это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать. Точно. Империя — это мы, Россия. Ну, конечно. Против такой империи воевать в Украине, где люди бегут от войны. Хотя, как они говорят, у них отечественная война. Но если отечественная, чего бежать от этой войны? Вы воюете, мы же пережили вместе отечественную войну. Тогда никто не бежал. И мы это видим даже сегодня в Польше и других странах, дружеских для Украины, начали всех отлавливать и на фронт. Они куда побежали? В Россию уже не могут. Побежали в Россию, но там фронт. Они к нам начали бежать.
В очередной раз Лукашенко заявил и о том, что РФ и Украине необходимо садиться за стол переговоров, а за основу брать те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле весной 2022 года. А что вы думаете по поводу этих заявлений на фоне успешного наступления ВСУ в Курской области? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Белорусскому оппозиционному политику Сергею Тихановскому, который приговорен режимом Лукашенко к 19,5 годам колонии, 18 августа исполнилось 46 лет. 5-й свой день рождения он встречает за решеткой. Информации о его состоянии здоровья уже нет больше года, говорит его супруга, глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. Она неоднократно говорила, что Лукашенко лишил политзаключенных любой связи с внешним миром. Осужденные по сфабрикованным делам не могут написать родным даже письмо. Тихановская верит, что несмотря на все условия в белорусских колониях, в которых содержатся неугодные режиму, ее супруг не сдался. Тихановская показала также рисунки их с Сергеем детей, которые ждут освобождения отца. Меня часто спрашивают, откуда у вас столько сил на работу и эту борьбу. Но каждый раз я сжимаю в руках папку с твоим портретом и повторяю, что это не моя сила, а твоя. Именно твои сила и стойкость помогают мне продолжать бороться за тебя и за всех наших героев. Несмотря на отсутствие новостей о тебе больше года, я знаю, что ты не опустил руки, не сдался. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.